Я очень сильно люблю Сталкер. Это моя любимая серия, и невозможно вести мой канал, не вымолвив ни слова про игру, вызывающую у меня столько интересных мыслей. Но для начала я хотел бы поделиться некоторыми опасениями, которые связаны с грядущей Сталкер 2. В первую очередь, надо понимать, что за время развития сообщества игры вышли моды, которые настолько сильно улучшают игру, что и сами достойны называться Сталкер 2. Все это время сообщество не стояло на месте, а строило что-то новое прямо поверх старого. Например, тот же самый Anomaly вырос из Call of Misery, который является совмещенными Call of Chernobyl и Misery соответственно. И так далее, и так далее. Таких примеров много, а некоторые моды обновляют и дорабатывают уже более 10 лет. В мире модов на Сталкер есть что-то для каждого. Как полные переработки всего и вся, так и, например, народная солянка, которую среднестатистический человек, скорее всего, не пройдет быстрее, чем за год. Новые моды выходят весьма регулярно. Сталкерскому сообществу всегда есть чего ожидать. Планка качества и ожиданий сейчас высока как никогда, а геймдев в последнее время, по правде говоря, не радует хорошими релизами. Остается только надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. И не ожидать слишком много. Говоря о еще не вышедшей Stalker 2, я почему-то вспоминаю Fallout 4. На релизе игра многим не понравилась, и я был в их числе. Даже сейчас я не совру, если скажу. Fallout 4 и Fallout 76 – это не то, что я хотел увидеть. Однако с прошествием времени я в какой-то момент проникся и полюбил эти игры. И если не сравнивать их с предыдущими частями и тем, что я или кто-то другой считает истинным Fallout'ом, игра довольно неплоха. В ней есть чем заняться, она довольно интересная. Она не хуже и не лучше, чем Fallout New Vegas, она просто другая. Скорее всего и Stalker 2 будет просто другим. Вот и все. И это совершенно нормально. Ожидать новую игру спустя столько лет, я думаю, можно только стоически. Ничего хорошего, ничего плохого. Как выйдет, то посмотрим и поиграем. Но на самом деле беспокоит меня совершенно не это. Придется начать немного издалека. Несмотря на то, что действие первых 3 игр происходит на Украине, игровой валютой являются рубли. Игровые военные, например, относятся к СБУ. А какая озвучка каноничная, русская или украинская, вообще невозможно понять. Потому что, например, в билдах очень много озвучки на русском, а персонажей в русской и украинской версиях озвучивали одни и те же люди. Среди них, если верить Сталкер Вики, выпускники, слушайтесь внимательно, Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. Сейчас этот театр, конечно, переименовали, но в момент выхода игры он назывался именно так. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда в игре можно было бы понять национальность хотя бы одного персонажа. Вот, допустим, Зулус. Может быть, он белорус или украинец, а может и русский. Какой национальности долговцы или те же самые военные? Может, среди военных есть белорусы или русские, участвующие в операции СБУ. Какая тогда национальность у бандитов, зомби или монолитовцев? Я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Сталкер был сделан в то время, когда никого совершенно не волновали эти вопросы. В 2007 году была совершенно нормальная ситуация, что игру делают в Украине, а ждут ее в России, Украине, Белоруссии и других странах. Было много различных интервью российских журналов с разработчиками. Например, журнал «Навигатор игрового мира» приезжал к разработчикам в студию в 2009 году, после выхода «Зова Припяти». Каким словом описать национальную принадлежность сталкера как явление? Что это? Постсоветское, отечественное, СНГшное? Ну так и в Восточной Европе сталкеры любят. Хотите пример?
А давайте вспомним парочку знаменитых модов по сталкеру. Допустим, Misery, интернациональная команда разработчиков, или вот Lost Alpha, лидер команды из Венгрии. Среди разработчиков Anomaly тоже люди и из Чехии, и из России, и из Украины. А натыкались на такую менюшку в настройках? Скажите спасибо польскому графическому артисту под ником Кром Круак. Надеюсь, произнес правильно. Он приложил руку и к Misery, и к Lost Alpha. Кроме того, моды Atmosphere и Absolute Nature, которые сейчас встроены везде, это тоже его рук дело. Когда-то он приложил руку к моду Autumn Aurora. Именно этот мод задал целый вектор направления, благодаря которому мы увидели популярный сейчас Anomaly. Вот такое вот наследие польского разработчика вы видите каждый раз, играя в моды, даже не думая об этом. Так уж повелось, что на этом канале я рассказываю о мыслях, которые возникают у меня, когда я играю в ту или иную игру. Иногда их достаточно трудно выразить, и сейчас как раз такой случай. Гораздо проще привести аналогию. Послушайте внимательно и скажите, понимаете ли вы эту фразу? Domy w Kamenogrodu pokrywa je deszcz. Pomimo tego, że temność owieńczaje wsiaku najmalu część grada, to poniegdzie i z okon bleskaje delikatno światło świeć i olejnych lamp. W tutom oranżowym światlu bleskają ulice mokre od deszczowej wody. Jest dostateczno światła, aby iść naprzód. Это не церковнославянский, не чешский и не польский, а междуславянский язык, который всякий славян может легко читать и разуметь без потребности учения. При внимательном прослушивании этот язык может понять и серб, и поляк, и русский, и украинец, и любой, кто владеет языками славянской группы. Также и сталкер, как мне кажется, с годами стал этаким междуславянским продуктом. Более того, я вижу, что с годами появляется все больше и больше контента по сталкеру на английском языке. А иногда в интернете я общаюсь с людьми, которые заинтересовались славянской культурой из-за сталкера и модов на него. Опять же, какую-то особую популярность обрел у иностранных игроков Anomaly. Не буду скрывать, мне он и самому нравится, но мне кажется, что люди приходят за новым игровым опытом, а остаются из-за отличной атмосферы. Атмосферы, которая постоянно обращается к советской архитектуре и технике. Сталкер — это мир, где людей судят по их собственным делам и поступкам. И, конечно же, когда я вижу очередное видео о сталкере на английском, мне приятно, что кому-то интересна наша с вами общая культура. КамАЗы, запорожцы, хрущевки и статуи Ленина — все это оставили наши с вами предки, жители Советского Союза. Кто погиб в страшной аварии и кто ликвидировал ее? Эта авария — наше общее худо, а серия «Сталкер» — наше общее «нет худа без добра». Когда я играю в «Сталкер», я вспоминаю свое детство. Либо я был маленьким и глупым, либо действительно большинству людей не было никакой разницы, какой ты там национальности. Человек каким-то мифическим образом на территории всего постсоветского пространства был наш. Также и «Сталкер», то ли украинский, то ли русский. Какая вообще разница? Все равно «Сталкер», его сообщество и моды все эти годы нас объединяли, стали для нас родными и в самом чистом смысле этого слова нашими. На глубокие и правильные мысли вдохновляет меня «Сталкер». И я очень сильно надеюсь на то, что спустя много-много лет и про новую игру я смогу сказать так же, что она будет вызывать у меня исключительно теплые чувства. Да уж, быть может, нам есть чему поучиться у этих авантюристов-сталкеров.
их простоте и незлобливости, их умению быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Ничего, нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Наверное, сам сталкер и его сообщество и есть самый настоящий, легендарный клондайк артефактов. Сталкер дает мне веру, надежду на то, что когда-нибудь все мы соберемся под одной крышей. Оценим, как наш якобы злейший враг играет на гитаре, отпустим пару язвительных анекдотов и, наверное, поймем тогда что-то очень важное. Выйдем другими людьми и, наверное, уже и не врагами вовсе, как и должно быть между людьми.